Глава 2331. Ху Юйшуан. Хань Ли передал свой голос кровавой душе и остальным, когда он выходил из тайной комнаты, и к тому времени, когда он вышел из главных ворот, они уже почтительно ждали его. Хань Ли приказал патриарху Хуаши и 12 благоухающим девам остаться позади, взяв с собой только кровавую душу и Чжу Гаэр, когда они полетели к центру города. Вскоре после этого другие люди также начали появляться из соседних групп зданий, а также из других гостевых павильонов в других частях города, и все они сходились к одному и тому же месту. К тому времени, как Хань Ли поднялся над пагодой, в здание уже вошло много людей. Хань Ли бросил взгляд на охранников в доспехах, стоящих снаружи пагоды, а затем спустился перед входом вместе с кровавой душой и Чжу Гаэр. Как раз в этот момент Фэй Юн в элегантной манере вышла из пагоды и сделала реверанс Хань Ли. «Добро пожаловать на наш аукцион, старший хан. Если вы не возражаете, позвольте мне проводить вас в зал». Казалось, она ждала здесь заранее. Хань Ли это нисколько не удивило, и он кивнул со слабой улыбкой в ответ. «Пожалуйста, веди меня, фея Фэй Юн». Фэй Юн тут же махнул рукой стражникам, и группе Хань Ли разрешили войти в пагоду без какого-либо осмотра. Как только он вошел в пагоду, Хань Ли сразу же почувствовал всплеск необычных энергетических колебаний, и окружающий пейзаж быстро исчез. Казалось, что он сделал только один шаг, но он оказался прямо перед лестницей на первом этаже пагоды. На лестнице перед ним стояли два бледнокожих чужака, и они полностью растворились в воздухе среди вспышки света, оставив после себя только следы остаточных пространственных колебаний. «Значит, это и есть настоящий вход на аукцион?» — спросил Хан Ли. «Верно, эта лестница приведет вас прямо в помещение, где проходит аукцион», — с улыбкой ответила Фэй Юн. Хань Ли кивнул в ответ, затем ступил на лестницу, на которой он и остальные немедленно начали деформироваться под взрывом пространственной силы. Вскоре Хань Ли и остальные расположились в элегантной кабинке размером более 100 футов. Прямо впереди был почти прозрачный световой барьер, и сквозь него внизу виднелась гигантская площадь. Вокруг площади было бесчисленное множество людей и каменных стульев, в то время как около 50 серебристых каменных домиков парили чуть более чем в 100 футах в воздухе над краем площади. Каждая каменная хижина была покрыта золотыми рунами, и те, кто находился снаружи, не могли понять, что задумали люди в хижинах. Хань Ли сидел в одной из таких кают, а Фэй Юн стояла рядом с ним с улыбкой на лице. Эта установка, казалось, ничем не отличалась от обычного аукциона, но в настоящее время Хань Ли пристально смотрел на что-то более чем в 10 тысячах футах в воздухе над площадью. Это было пятицветное облако с бесчисленными охранниками в черных доспехах, скрытыми внутри него, высвобождая все виды ограничительных колебаний, которые распространялись по всему небу и охватывали всю платформу. Еще выше над пятицветным облаком был сверкающий дворец, который был довольно расплывчатым и неясным, и из дворца доносились звуки небесной музыки, поражая чувством расслабления. В дополнение к проведению аукциона в этом отдельном помещении, я вижу, что было подготовлено много мер предосторожности. Ваша торговая гильдия, несомненно, хорошо подготовлена, внезапно сказал Хань Ли с улыбкой. Сокровища, которые появятся на этом аукционе, гораздо более ценны, чем на предыдущих аукционах, поэтому эти меры предосторожности очень необходимы. Есть даже 2 или 3 предмета, которые могут отсрочить великую небесную скорбь, поэтому мы должны быть осторожны на случай, если некоторые люди скрывают зловещие мотивы, ответил Фэй Юнь. «Никто не посмеет ничего предпринять, когда станет свидетелем всего, что здесь устроено», сказал Хан Ли с многозначительной улыбкой. «Я очень на это надеюсь. Аукцион вот-вот начнется, а мне еще нужно кое-что сделать, так что я сейчас уйду, старший Хань», сказала Фэй Юань с улыбкой, бросив взгляд на площадь за световым барьером. «Давай, не надо составлять мне компанию», ответил Хан Ли, небрежно махнув рукой. Таким образом, Фэй Юн отвесил прощальный поклон, прежде чем покинуть каменную хижину, оставив в комнате только троицу Хань Ли. Неудивительно, что торговая гильдия Хэлянь принимает так много мер предосторожности, когда среди предметов аукциона есть сокровища, задерживающие скорбь, сказала кровавая душа. Действительно, это единственные сокровища, которые могут соблазнить существ в великой стадии вознесения на гнусные поступки, ответил Хань Ли. Разве тебя не интересуют такие сокровища, старший? Даже если сейчас тебе не нужны такие сокровища, они, скорее всего, все равно будут очень полезны тебе в будущем, не удержалась от вопроса кровавая душа. Хе-хе, я позабочусь об этом, когда придет время. Даже если мне понадобится такое сокровище, я не стану искать его на этом аукционе. Здесь присутствует несколько десятков других существ великой стадии вознесения, и если я попытаюсь взять сокровище силой, то, скорее всего, это плохо для меня закончится. Поэтому я сосредоточу свое внимание на нашей главной цели, а именно на межконтинентальных точках телепортации, с улыбкой ответил Хань Ли, казалось бы, действительно не заинтересованный в этих сокровищах, задерживающих скорбь. Тем временем Чжу Гаэр с возбужденным выражением лица смотрела на всех чужеродных существ за пределами светового барьера.
Примерно через час вся площадь была, наконец, заполнена десятками тысяч чужеродных существ на стадии пространственной закалки или выше. Как раз в этот момент в центре пустой площади раздался грохочущий гул, и с ее поверхности начала подниматься каменная платформа. Сразу же после этого на площади появилось светлое образование, вслед за которым появился Мин Цзун. Он не был особенно высоким или внушительным, но в тот момент, когда он прибыл, тяжелая аура мгновенно окутала все место проведения аукциона. Некоторые из болтающих чужеземцев тут же замолчали и посмотрели на каменную платформу. Я Мин Цзун, управляющий торговой гильдией Хэлянь на этом континенте. Хе-хе, я уверен, что не нуждаюсь в большом представлении, так что я не собираюсь утомлять всех вас одним. Правила этого аукциона схожи с правилами других аукционов, и все те, кто нарушит правила, будут вынуждены уйти от меня. Хорошо, с этим покончено, я объявляю о начале этого аукциона. Начало аукциона было объявлено в краткой форме, сразу же после чего Мин Цзун поднялся в воздух в виде полосы серебряного света, исчезнув в пятицветном облаке наверху после нескольких вспышек. В то же самое время на каменной платформе среди вспышки духовного света появилась великолепная сладострастная женщина с улыбкой на лице. У женщины была пара больших водянистых глаз, наполненных безграничным обольщением, и один вид ее взгляда заставлял кровь чужих существ кипеть в их жилах. Что было весьма примечательно, так это то, что у женщины было 3 пушистых розовых хвоста, которые мягко покачивались из стороны в сторону, добавляя еще больше ее соблазнительной привлекательности. Это очаровательная треххвостая лиса. Я не думал, что такое существо действительно существует в нашем духовном мире. Интересно, откуда ее взяла торговая гильдия Хэлиан? Площадь тут же снова разразилась болтовней, и многие из присутствующих чужеземных существ мужского пола пристально смотрели на треххвостую женщину с нескрываемым вожделением в глазах. Женщина была совершенно невозмутима этим, и она сказала мягким голосом: «Я Ху Юйшуан, и старший Мин поручил мне провести этот аукцион. Будьте уверены, я провел много подобных аукционов в прошлом, так что я обязательно сделаю здесь хорошую работу. У вас было много аукционов. Как это может быть правдой? Если бы кто-то вроде вас появлялся на других аукционах, мы бы наверняка уже слышали о вас», раздался вдруг обвинительный голос, и многие другие люди тоже стали довольно подозрительными, услышав это. Если вы имеете в виду только этот континент, то это действительно первый раз, когда я устраиваю здесь аукцион, невозмутимо ответил Ху Юшуан. Значит, вы не с этого континента. Воскликнул кто-то. Я всегда жил на континенте Кровавого Неба и прибыл на континент Тянь-Юань только около года назад, поэтому никто из вас не видел и не слышал обо мне, объяснил Ху Юшуан. Хе-хе, жаль, что ты не с нашего континента Тянь-Юань, фея Ху. Если бы я знал, что существует такой потрясающий человек, как ты, я бы так долго не отказывался от спутника Да. В одном из углов площади вдруг раздался грубый мужской голос с шутливой интонацией. Хе-хе, какое совпадение. Мой последний спутник Да недавно скончался, так что я не против дать тебе такую возможность. Кто это только что сказал? Как насчет того, чтобы показать себя и повторить эти слова мне в лицо? Ху Юйшуан хихикнула, и в ее глазах мелькнул намек на свет, от которого ее соблазнительная аура мгновенно стала в 3-4 раза сильнее. Гладко выбритый мужчина средних лет, сидевший неподалеку от помоста, поднялся на ноги с отвисшей челюстью и довольно неестественным румянцем на лице, а затем громко объявил: «Я удовлетворю вашу просьбу. Если бы я знал, что существует такая потрясающая женщина, как ты, я бы этого не сделал». Глава 2332. Золотой мозг. Внезапно его голос резко оборвался, когда он пришел в себя, и его лицо стало смертельно бледным, когда в его глазах появилось удивленное выражение. «А, так это товарищ Даис-Ча из расы каменных куколок. Для меня большая честь привлечь ваше внимание. Как насчет того, чтобы остаться со мной на несколько дней после аукциона? Возможно, мы станем парой, заключенной на небесах». Ху Юйшуан соблазнительно хихикнула, но в ее глазах появился холодный взгляд. Мужчина средних лет заставил себя улыбнуться и сказал: «Я просто пошутил, фея Ху, я бы не посмел питать к тебе такие нечистые намерения». Затем он поспешно сел обратно, словно спасаясь от смертельного скорпиона. Значит, это была всего лишь шутка. В таком случае я бы посоветовал вам быть осторожнее со словами. На этот раз я позволю всему идти своим чередом, но если кто-то попытается пошутить подобным образом, то я не буду столь снисходителен. Улыбка Хуан Юйшуан внезапно исчезла, когда она заговорила, и ее соблазнительная аура превратилась в чрезвычайно холодную и неприступную. Услышав это, мужчина средних лет еще больше помрачнел, но ничего не осмелился сказать в ответ. Все остальные люди на площади были очень встревожены тем, что они только что видели, и они больше не осмеливались оценивать Ху Юйшуана в той же наглой манере. «Хватит терять время, девочка».
Я пришел сюда не для того, чтобы смотреть, как вы устраиваете шоу. Поторопитесь и принесите предметы аукциона. Раздался вдруг недовольный старческий голос из одной из серебристых каменных хижин. Услышав это, сердце Ху Юйшуан слегка дрогнуло, и она поспешно отвесила извиняющийся поклон. «Пожалуйста, простите меня, старший, я сейчас же представлю первый предмет аукциона». Затем она быстро сделала ручную печать, прежде чем указать пальцем в определенном направлении, и белый нефритовый стол немедленно появился из светлого образования под каменной платформой. На столе стояли 3 деревянных ящика разных размеров, каждый из которых был окутан белым световым барьером. Этот первый предмет аукциона не то, что можно найти на континенте Тянь-Юань. Это маленький флакон с костным мозгом золотого молниеносного льва, который торговой гильдии удалось получить только на континенте Грома после больших усилий. Ху Юйшуан указала пальцем на один из световых барьеров, когда она говорила, и деревянный ящик внутри этого светового барьера был немедленно втянут в ее руки. Золотой молниеносный львиный мозг? Это правда. Даже те из нас, кто никогда не был на Громовом континенте, слышали о золотых молниеносных львах. Подумать только, что это только первый лот аукциона, этот аукцион действительно отличается от прошлых изданий. Еще одно движение пробежало по всему залу, так как многие люди сразу же обратили свое внимание на маленькую деревянную шкатулку. Ху Юйшуан мягко положил руку на крышку шкатулки с соблазнительной улыбкой, и крышка тут же отскочила сама по себе, открыв пурпурный флакон размером с ладонь со слабым серебряным талисманом, приклеенным к его поверхности. Золотой молниеносный лев — один из 3 священных зверей Громового континента, и зрелые особи обладают силами, сравнимыми с существами стадии Великого Вознесения. Даже с рождения они обладают врожденными способностями к манипулированию молнией, и пилюли молниеносного мозга, очищенные из его костного мозга, могут предоставить физическому телу потребителя определенный уровень молниеустойчивости в течение определенного периода времени. Однако пилюли с молниеносным костным мозгом очень трудно очистить, и нет никакой гарантии, что даже весь этот флакон с костным мозгом Золотого Льва обеспечит успешное очищение. Однако я уверен, что мне не нужно подробно рассказывать о том, насколько ценной будет такая таблетка для того, кто столкнется с бедствием, представил Ху Юйшуан, прежде чем указать пальцем на маленький флакон, выпустив несколько пятен золотого света, которые превратились в золотые руны, прежде чем исчезнуть в серебряном талисмане в мгновение ока. Раздался глухой стук, когда серебряный талисман выскочил из маленького пузырька. Как только он это сделал, из маленького флакона вырвались дуги пурпурных молний, образуя сеть молний и вызывая множество изумленных вздохов у всех присутствующих чужих существ, некоторые из которых смотрели на флакон с сильной тоской в глазах. Несмотря на то, что золотой костный мозг льва молнии еще не был раскрыт, явление, которое уже было продемонстрировано, указывало на то, что слухи о том, что он может быть переработан в пилюли, которые могут помочь человеку противостоять молниеносным бедствиям, скорее всего, были правдой. Многие из присутствующих с другими целями сразу же изменили свое мнение, увидев это, и даже некоторые из великих существ сцены Вознесения в серебряных каютах были весьма соблазнены. Я не думал, что такой драгоценный предмет будет первым предметом аукциона. «Разве ты не интересуешься костным мозгом из-за его молниеустойчивых свойств, старший хан?» — спросила кровавая душа. Пилюли из костного мозга молнии действительно могут увеличить физическую устойчивость к молниеносным бедствиям, но это усиление по существу незначительно для существ в стадии Великого Вознесения. Кроме того, я отличаюсь от обычных существ в стадии Великого Вознесения тем, что мое физическое тело уже может соперничать с телом даже истинных духовных существ, так что усиление будет для меня практически несуществующим, ответил Хань Ли, казалось бы, совершенно незаинтересованный. Услышав это, на лице кровавой души появился намек на восторг, и она сказала, если пилюли молниеносного мозга имеют такую ограниченную эффективность для существ в стадии Великого Вознесения, то, возможно, у меня есть шанс. «Ой, вас интересует этот предмет?» — спросил Хан Ли. «Я не знаю, где мое настоящее тело, но она определенно не в лучшей ситуации. Мало того, что вполне возможно, что ее культивационная база оставалась застойной все эти годы, она также не смогла бы собрать никаких сокровищ, готовясь к своей небесной скорби. Поэтому мне придется потрудиться, чтобы приготовить что-нибудь вместо нее», ответила кровавая душа с кривой улыбкой. «Если вы заинтересованы в этом предмете, тогда идите и купите его. Если у тебя недостаточно камней духа, я могу одолжить тебе немного», подбодрил его Хань Ли. «Спасибо, старший». Кровавая душа была в восторге, услышав это. Слабая улыбка появилась на лице Хань Ли, когда он снова бросил взгляд в центр площади. В этот момент Ху Юйшуан уже схватил маленький пузырек и перевернул его вверх дном. Капля мерцающей золотистой жидкости вытекла из флакона, и как только она соприкоснулась с воздухом, она превратилась в шар размером с голову золотой молнии, который непрерывно грохотал. Сомнения всех скептиков в зале были полностью стерты, когда они увидели это, и они начали думать, сколько духовных камней потребуется, чтобы купить костный мозг.
Ху Юйшуан быстро проверила реакцию каждого, затем улыбнулась, осторожно встряхнув флакон, на который она выпустила вспышку серебряного света, который втянул шар золотой молнии обратно во флакон. Стартовая цена за этот флакон с костным мозгом золотого молниеносного льва составит 10 миллионов, и покупка может быть сделана только с помощью первоклассных спиртовых камней. Торги начинаются прямо сейчас. Как только ее голос затих, Ху Юйшуан взмахнул рукавом в воздухе, и 5 столбов света одновременно вырвались вверх из светового образования, образуя гигантский световой экран размером около акра. Экран был гладким, как зеркало, и на его поверхности было изображено изображение маленького фиолетового флакона. 20 миллионов. Первая же ставка мгновенно удвоила начальную цену, и многие люди были совершенно ошеломлены, услышав это. Число 10 внезапно появилось рядом с проекцией маленького фиолетового флакона на световом экране, и оно сразу же увеличилось до 20. По всей площади быстро прозвенела цепочка ставок. Число на экране быстро увеличивалось с каждой ставкой, и в мгновение ока оно уже превысило 30 миллионов. Это была астрономическая цена, учитывая, что она была только для материала для очистки таблеток, который даже не был гарантирован, чтобы быть в состоянии очистить соответствующую таблетку. Все участники аукциона были довольно богаты, но они начали подумывать, стоит ли им отказаться от этого предмета. 35. Раздался ленивый мужской голос, и номер, высвечиваемый на световом экране, внезапно стал малиново-золотистым. Эта ставка была сделана грандиозной сценой Вознесения, находившейся в одной из серебряных кают. Выражение лиц многих чужеземных существ слегка изменилось, когда они услышали это. Они находились только на стадии интеграции тела или пространственной закалки, и у них не было смелости конкурировать с существом стадии Великого Вознесения. 36. Только спустя долгое время кто-то на площади наконец осмелился сделать еще одну непростую ставку. 30. Это предложение было сделано другим великим существом стадии Вознесения. На этот раз никто больше не осмеливался соревноваться, и вся площадь погрузилась в молчание. Похоже, вы намерены заполучить этот предмет, так что я оставляю его вам, товарищ Даос. У первой великой ступени Вознесения, сделавшей ставку, был очень нежный голос, и по этому голосу не было видно, был ли это мужчина или женщина. «Хе-хе, спасибо тебе, товарищ Даос», — ответило второе великое Вознесение. Однако именно в этот момент была сделана ставка в 38 миллионов из третьей серебряной каюты. Мало того, что все на площади были очень удивлены, услышав это, даже участник торгов в первой серебряной каюте на мгновение запнулся, прежде чем продолжить с ценой в 40 миллионов. 41. В третьей серебряной каюте кровавая душа держала в руках круглый диск и с серьезным выражением водила над ним пальцами. Тем временем Хань Ли с улыбкой оценивал ее, сидя в своем кресле. 42. Этот золотой молниеносный львиный мозг чрезвычайно полезен для моего младшего брата. Если вы готовы передать его мне, я обязательно подарю вам некоторую компенсацию», — сказал другой участник Великой сцены Вознесения. Глава 2333. 4 старейшины торговой гильдии. Было ясно, что это великое существо стадии Вознесения не знало, что он конкурирует с простым пространственным закаливающим младшим этапом в торгах. Выражение лица кровавой души слегка изменилось, когда она услышала это, и она бросила нерешительный взгляд на Хань Ли. Выражение лица Хань Ли не изменилось, когда он сказал: «Будьте уверены, это аукцион, поэтому выигрывает тот, кто предложит самую высокую цену. Если вам действительно нужен этот предмет, вы можете получить его без каких-либо колебаний». «Спасибо, сеньор. Твои слова очень успокаивают меня», — с благодарностью произнесла кровавая душа. Затем она еще несколько раз постучала по круглому диску, прежде чем назвать цену в 45 миллионов. Цена была поднята на 3 миллиона за одну ставку, и сердца многих участников аукциона дрогнули, услышав это. Другой участник Великой сцены Вознесения тоже замолчал, и после 3 звонков подтверждения от Ху Юйшуана было объявлено о новом владельце золотого молниеносного львиного мозга. Кровавая душа, естественно, была в экстазе, и вскоре после этого слуга торговой гильдии был послан, чтобы доставить ей предмет, на который она быстро выдала требуемые камни духа. «Я не думала, что ты так богата, сестра дух крови. Ты вытащила такую большую сумму камней духа, даже не моргнув глазом», сказала Джу Гаэр с оттенком зависти в глазах после ухода слуги. В ее возрасте и базе культивирования у нее, естественно, не было и близко такого количества камней духа. Эти духовные камни накапливались в течение многих лет моим истинным телом. Я не думал, что что-то столь редкое, как золотой молниеносный львиный мозг, появится с самого начала. В противном случае, я бы определенно подождал немного дольше. Теперь, когда я купил этот предмет, я не смогу купить ничего другого во время этого аукциона, вздохнула кровавая душа, прежде чем спрятать маленький флакон среди вспышки духовного света. Я думаю, ты приняла мудрое решение, сестра дух крови.
Там определенно будет больше драгоценных предметов аукциона, чем этот золотой молниеносно-львиный мозг, но и цена определенно будет намного выше. Я уверен, что многие из присутствующих тоже были в нерешительности, так как аукцион только начался. В противном случае цена на этот предмет, скорее всего, была бы еще выше, сказал Джу Гаэр с улыбкой. Хорошо, что старший хан здесь, со мной. В противном случае я определенно не осмелился бы участвовать в торгах против великого существа стадии Вознесения. Даже если бы это великое существо стадии Вознесения не присутствовало на этом аукционе, другие люди, скорее всего, тоже не захотели бы позволить этому костному мозгу так легко ускользнуть из их рук, сказала кровавая душа, бросив благодарный взгляд на Ханли. Я думал, что тебе придется одолжить у меня несколько камней духа, но, естественно, хорошо, что ты смог позволить себе этот предмет самостоятельно, ответил Ханли со слабой улыбкой, а затем снова бросил взгляд в центр площади. Даже Ханли был несколько удивлен, что что-то столь редкое, как золотой молниеносный львиный мозг, было представлено в качестве первого предмета аукциона, и он начал с нетерпением ждать остальных предметов аукциона. На каменной платформе Ху Юйшуан уже взяла в руки второй, чуть более длинный деревянный ящик, и как только она открыла его, сразу же раздался громкий рев дракона. Полоска лазурного света вылетела из коробки, а затем превратилась в лазурного змея, который был более 100 футов в длину в мгновение ика, прежде чем подняться в воздух, как будто он пытался убежать. Возвращайся туда. Холодное хрюканье раздалось из пятицветного облака наверху, после чего несколько вспышек золотого света вырвались из ближайших облаков, прежде чем ударить лазурного змея с безошибочной точностью. Змей испустил мучительный крик, прежде чем вздрогнуть, когда он резко упал в воздухе. В этот момент Ху Юйшуан что-то пропел, прежде чем указать пальцем на лазурного змея, и свет вокруг его тела исчез, после чего он вернулся обратно в лазурный меч, прежде чем медленно спуститься к ней. Ху Юйшуан взяла меч в свои руки, прежде чем осторожно потереть его между ладонями, и лазурный свет, мерцающий на его поверхности, немедленно исчез, как и рев дракона. Слабый голубой свет вспыхнул в глазах Ханли, и он сразу же смог определить, что меч был довольно устаревшим по дизайну и был не более фута в длину. Что было довольно интересно, так это то, что рукоять занимала половину всей длины меча, в результате чего получался очень короткий клинок. Лезвие меча было испещрено чешуйчатыми узорами духа, в то время как рукоять была сделана в форме головы лазурного змея с кристаллом в форме полумесяца, запертым в его пасти. Этот меч полумесяца лазурного змея — один из 3 духовных мечей, принадлежащих старику полумесяцу, который был чрезвычайно известной фигурой на континенте Тянь-Юань 100 тысяч лет назад. Во время процесса очищения мечей он был пропитан эссенцией крови более чем 10 могущественных лазурных змей, и как только он обрел форму, старик-полумесяц работал в течение нескольких столетий, чтобы направлять и вводить в меч сущностную силу Луны, так что его духовная природа и сила находятся на чрезвычайно высоком уровне. Те, кто заинтересован, могут прийти и сами осмотреть меч, с улыбкой представил Ху Юйшуан. После ее представления на площади действительно было несколько человек, которые встали и один за другим вышли на каменную платформу, чтобы осмотреть меч. Все эти люди демонстрировали разную реакцию, и за короткое время на платформу один за другим поднялось около 30 человек. После того, как последний человек ушел, Ху Юйшуан поднял меч высоко в воздух обеими руками и объявил: базовая цена за этот меч полумесяца лазурного змея будет составлять 7 миллионов духовных камней, также выпускаемых в первоклассных духовных камнях. Пусть начнутся торги. Базовая цена этого предмета была ниже, чем у золотого молниеносного львиного мозга, но по сравнению с ним было явно больше людей, заинтересованных в нем. Как только голос Ху Юйшуана затих, была сделана ставка в 7 миллионов 500 тысяч. 8. 9. Изображение меча уже появилось на световом экране, и номер рядом с ним менялся чрезвычайно быстро из-за частоты ставок. Однако, как только цена достигла 26 миллионов, торги резко прекратились. Было ясно, что все присутствующие считали, что больше не стоит поднимать цену. Что же касается существ сцены Великого Вознесения в серебряных каютах, то они не интересовались сокровищами такого калибра, поэтому никто из них даже не потрудился сделать ставку. Таким образом, меч полумесяца лазурного змея был продан за 26 миллионов. Затем Ху Юйшуан открыл третий деревянный ящик, чтобы показать кусок алой руды размером с кулак. Это был кусок кровавого астрального железа, которое производилось только на континенте кровавого неба. Это был материал, необходимый для очищения некоторых особых сокровищ, поэтому он был быстро куплен по цене 17 миллионов. Таким образом, аукцион начался на хорошей ноте. Один предмет аукциона за другим был представлен и продан Ху Юйшуаном, но было не так много предметов, которые привлекли внимание существ великой сцены Вознесения в летающих кабинах. На самом деле уже было представлено около 100 аукционных предметов, но только некоторые из них были куплены посетителями сцены Великого Вознесения. Ханли, естественно, тоже не интересовался этими предметами и не сделал ни единой ставки. Кровавая душа была весьма соблазнена некоторыми из этих аукционных предметов, но она могла отказаться от них только после того, как услышала их цены. Уже истратив большую часть своего состояния,
Она, по сути, была низведена до того, чтобы быть просто зрителем на оставшейся части аукциона. Торговая гильдия Хэлянь, казалось, предсказала, что этих предметов будет недостаточно, чтобы соблазнить участников Великой сцены Вознесения, поэтому, как только аукцион продвинулся на полпути, было представлено 5 или 6 предметов, которые были даже более ценными, чем золотой костный мозг льва молнии. Все эти предметы были связаны с сопротивлением или отсрочкой небесных бедствий, и существа Великой стадии Вознесения в летающих кабинах, наконец, начали проявлять некоторый интерес. В результате все предметы были проданы за более чем 100 миллионов духовных камней. Существовал даже специальный материал, необходимый для облагораживания сокровища сопротивления скорби, которое было продано за астрономическую сумму в 400 миллионов. Существа стадии интеграции тела и пространственной закалки на площади наконец-то осознали, насколько невероятно богаты были эти старые монстры стадии Великого Вознесения. Хань Ли также проявил некоторый интерес к этому особому материалу, но он отказался от торгов после того, как цена превысила 200 миллионов. Эти предметы аукциона, наконец, вызвали некоторый интерес у участников Великой стадии Вознесения, и хотя предметы аукциона, которые пришли после этого, были явно более низкого стандарта, многие из них все еще были куплены этими существами Великой стадии Вознесения. Время медленно шло, и после того, как аукцион продолжался почти целый день, он, наконец, приближался к своему завершению. К счастью, все присутствующие были первоклассными культиваторами. Они не только не устали, но и уделяли особое внимание предстоящим аукционам. Все вы долго ждали этого, поэтому я трачу слишком много времени на слово. Затем я представлю 3 лучших предмета аукциона. Я уверена, что они удовлетворят всех, сказала Ху Юйшуан с загадочной улыбкой, а затем мягко хлопнула в ладоши. Сверху раздался грохот, и пятицветное облако внезапно расступилось, открыв мерцающий золотой дворец. Затем во дворце заиграла небесная музыка, и появились 3 ошеломляющие красавицы в пятицветных дворцовых платьях, каждая из которых держала серебряное блюдо, окутанное золотым световым барьером. Вслед за 3 женщинами шли 4 пожилых мужчин в разных одеяниях, все они были существами Великой стадии Вознесения. Как только 7 из них приземлились на каменную платформу, Ху Юйшуан немедленно почтительно поклонился 4 пожилым мужчинам. Ху Юйшуан отдает дань уважения 4 старейшинам. Я намеревался нанести вам визит, как только прибуду на континент Тянь-Юань, но вы все были в уединении одновременно. Пожалуйста, простите меня за мой проступок. Хе-хе, ты ведь прямой потомок старика Ху, верно? Как и следовало ожидать, вы действительно обладаете исключительными способностями. Не беспокойтесь об этих формальностях, мы никогда не принимали такие пустяки близко к сердцу. В последнее время мы вчетвером развиваем способность вместе, и если бы Мин Цзун не настоятельно потребовал, чтобы мы обеспечили безопасность самых важных предметов аукциона, мы, скорее всего, все еще были бы сейчас в уединении, с улыбкой ответил худой пожилой мужчина в одежде из грубой ткани. Глава 2334. Небесный флаг поворачивается. Последние 3 предмета аукциона действительно чрезвычайно ценны. В противном случае я определенно не осмелился бы предложить мастеру Мину пригласить вас из уединения, почтительно ответил Ху Юйшуан. Все в порядке, такая короткая задержка не помешает нашему культивированию. Больше не нужно нас обслуживать, продолжайте аукцион, с улыбкой сказал худощавый старик, в то время как остальные 3 молча стояли рядом. «Пожалуйста, подождите меня минутку, уважаемые старейшины, я закончу аукцион как можно скорее», сказал Ху Юйшуан, прежде чем махнуть рукой в сторону 3 женщин, и они немедленно прошли примерно в 10 футах от нее, прежде чем снова остановиться. Тем временем 4 старейшин в мгновение ока разошлись по 4 углам каменной платформы, прежде чем сесть, скрестив ноги. Все участники аукциона были совершенно ошеломлены тем, что торговая гильдия Хэлянь привезла 4 великих существ в стадии Вознесения, чтобы наблюдать за заключительной частью этого аукциона. Казалось, что последние 3 предмета аукциона действительно были чрезвычайно ценными. В этот момент Ху Юйшуан сделал ручную печать, и световой барьер над одним из серебряных блюд внезапно исчез, открыв маленький серый флаг. Флаг был всего около полуметра в длину и был совершенно тусклым и лишённым блеска. Если не считать нескольких желтых узоров духа, выгравированных на его поверхности, он был совершенно ничем не примечателен. Тем не менее, по всей поверхности флага было расклеено 7 или 8 слабых серебряных талисманов, но он все еще испускал странные энергетические колебания, которые размывали окружающее пространство. Я уверен, что вы все слышали о хаотическом броске мириадов духов. Свиток — это список всех самых могущественных сокровищ в этом царстве. Возможно, некоторые из вас владеют некоторыми духовными сокровищами, расположенными ниже по списку. Однако я уверен, что немногие из вас видели глубокие небесные сокровища в верхней части рулона, сказал Ху Юйшуан с соблазнительной улыбкой, когда она бросила взгляд через площадь. Вы намекаете, что среди последних 3 предметов аукциона есть глубокие небесные сокровища, существо стадии интеграции тела не могло не спросить. Хе-хе, вот именно.
Предмет, который я сейчас держу в руках, это глубокое небесное сокровище, это флаг небесного поворота, который занимает 9-е место в хаотическом свитке мириадов духов, объявила Ху Юйшуан, поднимая маленький флаг в руке. Что? Это флаг небесного поворота? Как это возможно? Это глубокое небесное сокровище исчезло бесчисленное количество лет назад. В то время 7 или 8 основных рас на континенте Тянь-Юань были серьезно повреждены в битве за это сокровище, а 2 более мелкие расы были полностью уничтожены. Я никогда не думал, что это сокровище появится снова. Возбужденная болтовня немедленно разнеслась по всей площади, и даже великие существа сцены Вознесения в серебряных каютах были совершенно ошеломлены, услышав это. Я также слышал о флаге небесного поворота, но никогда не думал, что он появится на таком аукционе, как этот, как и ожидалось от такой сверхдержавы, как торговая гильдия Хэлянь, задумчиво произнес Хань Ли с оттенком удивления в глазах. Что же касается кровавой души и Джу Гаэр, то их глаза уже были широко раскрыты от недоверия. Могу я спросить, действительно ли это глубокое небесное сокровище на хаотическом свитке мириадов духов? Если бы это действительно было так, разве ваша торговая гильдия не спрятала бы его? Конечно же, вы ни за что не продадите на аукционе такое драгоценное сокровище, холодным голосом допрашивало существо великой сцены Вознесения, сделавшее ставку на золотой молниеносный львиный мозг. Вы правы, старший. Если бы это действительно было то самое сокровище в хаотическом свитке мириадов духов, то наша торговая гильдия ни за что не осмелилась бы вынести его таким вопиющим образом. Если отбросить все остальное, то если несколько истинных духов придут за сокровищем, наша гильдия окажется в огромной беде. Однако я не лгал, когда сказал, что это был флаг небесного поворота на хаотическом свитке мириадов духов, ответил Ху Юйшуан с легким поклоном. Ой. Похоже, это довольно интересное сокровище. Продолжайте и уточните, что вы имеете в виду, подсказывает еще одна великая стадия Вознесения. Да, старший, я сейчас же все объясню. Большинство из вас слышали о флаге небесного поворота, поэтому я уверен, что вы знаете, что он появился только на очень короткий период времени в истории. Однако я уверен, что немногие из вас знают, что этот флаг на самом деле разделился на 2 — флаг Инь и флаг Ян. Флаг, который я сейчас держу, это флаг Инь, и если бы это сокровище было использовано само по себе, оно было бы сравнимо с обычным божественным духовным сокровищем по силе, только когда оба флага объединены, оно может высвободить всю силу глубокого небесного сокровища. Иначе наша гильдия не продавала бы его на этом аукционе, объяснил Ху Юйшуан. Флаг небесного превращения разделился на 2 части. Это откровение, естественно, вызвало еще один переполох по всему залу, и многие из присутствующих были просветлены, услышав это. Понятно, значит, это только половина небесного флага. Однако все глубокие небесные сокровища обладают огромной духовной природой. Теперь, когда появился флаг Инь, должен был появиться и соответствующий флаг Ян. Может быть, у вашей гильдии есть какая-нибудь информация о флаге Ян? Спросили еще одну великую стадию Вознесения. Все немедленно повернулись к Ху Юйшуан, чтобы услышать ее ответ. Было ясно, что это было то, что все они хотели спросить. Если бы наша гильдия знала о местонахождении флага Ян, мы бы уже получили его, а не были вынуждены продавать этот флаг Инь самостоятельно. Даже этот флаг Инь был чем-то, на что наша гильдия случайно наткнулась. Что касается флага Ян, то, боюсь, у нас вообще нет никакой информации о нем. Хорошо, я сказал все, что можно было сказать об этом сокровище, теперь я продемонстрирую часть его силы. Даже если он не обладает мощью глубокого небесного сокровища, я уверен, что этой демонстрации будет достаточно для всех вас, чтобы проверить его подлинность, ответил Ху Юйшуан, прежде чем схватить флаг и помахать им в воздухе. Громкий жужжащий звук немедленно раздался от маленького флага, после чего всплески желтого света были выпущены, превращаясь в бесчисленные маленькие желтые цветы, которые мгновенно затопили всю каменную платформу. В следующее мгновение Ху Юйшуан начала петь заклинание, и все желтые цветы начали вращаться вокруг нее. Вся отца мирового происхождения во всем этом пространстве содрогнулась, прежде чем в бешенстве устремиться к каменной платформе, а затем исчезла в желтых цветах. Все желтые цветы начали излучать яркий духовный свет, резко увеличиваясь в размерах, прежде чем начать дрейфовать и распространяться по небу над всей площадью. В мгновение ока воздух над площадью превратился в мир гигантских желтых цветов. Чужеродные существа внизу устремили свои духовные чувства к желтым цветам, и выражение их лиц тут же слегка изменилось. Все они чувствовали страшную силу, заключенную в гигантских желтых цветах, и что было еще более тревожным, так это то, что эти цветы казались чрезвычайно внутренне нестабильными, как будто они могли взорваться в любой момент. Однако именно в этот момент из одной из кабин раздалось холодное хрюканье. Нет никакой необходимости продолжать эту демонстрацию. Неужели ты думаешь, что мы не можем сказать, является ли это глубоким небесным сокровищем или нет? Поторопитесь и начинайте аукцион.
Как только голос затих, порыв яростного лазурного ветра вырвался из серебряной хижины, в мгновение ока уничтожив большую часть гигантских желтых цветов над площадью. «Да, сеньор, я сейчас же начну». Сердце Ху Юйшуан дрогнуло, когда она увидела это, и она поспешно взмахнула флагом в воздухе снова, выпустив взрыв энергетических колебаний, которые удалили остальные желтые цветы. Базовая цена флага и небесного поворота — 300 миллионов духовных камней. Пусть торги начнутся. Если у вас недостаточно камней духа, торговля сокровищами для скидок разрешена, заявила Ху Юйшуан, когда маленький флаг в ее руке вернулся к своему первоначальному тусклому виду. 500 миллионов. Как только ее голос затих, великое существо сцены Вознесения, говорившее ранее, немедленно сделало ставку. Все существа стадии интеграции тела и пространственной закалки на площади лишились дара речи, услышав это. 500 миллионов камней духа были далеко за пределами того, что они могли себе позволить. Казалось, что все последние предметы аукциона будут взяты существами стадии Великого Вознесения, как это было во время всех прошлых аукционов. Однако царство духов всегда было местом, где безраздельно царила власть. Они не могли сравниться с теми великими существами стадии Вознесения во власти или богатстве, поэтому, естественно, не осмеливались выказывать никакого недовольства. Вы мечтаете, если думаете, что можете купить глубокое небесное сокровище всего за 500 миллионов духовных камней. Я возьму его за 800. Усмехнулась женщина с большой сцены Вознесения, находящаяся в другой летающей кабине. Полное сокровище небесного превращения было бы бесценным сокровищем, которое нельзя было бы купить, независимо от того, сколько у тебя камней духа, но это всего лишь половина флага, сравнимого по силе с сокровищем божественного духа. Цена, которую я дал, была уже довольно высока. Если вы думаете, что это стоит больше, чем это, тогда вы можете получить его, холодно хмыкнул первый претендент на великую ступень Вознесения. Все остальные летные кабины хранили молчание, и больше никаких предложений не поступало. Возможно, они были потрясены словами этого великого существа стадии Вознесения, или они были обеспокоены чем-то другим. Второй участник торгов не обратил на это никакого внимания, когда она сказала Ху Юйшуану: «Младший Ху, никто больше не делает никаких ставок, так что не должны ли вы объявить меня новым владельцем этого сокровища?» Сердце Ху Юйшуан слегка дрогнуло, когда она услышала это, и она заставила себя подобострастно улыбнуться, когда ответила: «Да, старший, я начну считать до 3 прямо сейчас. Если никто». Однако, прежде чем она успела закончить фразу, внезапно была сделана ставка в 900 миллионов. И кровавая душа, и Чжу Гаэр повернулись к Хань Ли с удивленным выражением лица, поскольку именно он сделал ставку. 950. Миллиард. 1 миллиард 300 миллионов. Вся площадь снова погрузилась в молчание. Глава 2335, страница золотого нефритового тома. Хе-хе, я не думал, что будет так много собратьев-даосов, соревнующихся всего лишь за половину глубокого небесного сокровища. Вы все уверены, что сможете найти флаг Ян? Не боитесь ли вы, что этот флаг принесет несчастье, а неудачу вашим расам? Грубый женский голос холодно усмехнулся. В таком случае, почему ты предлагаешь цену и за этот предмет, фея Гоу? Просто предоставь это нам, твердо ответил резкий голос. Есть ли у вашей расы каменных эльфов то, что нужно, чтобы претендовать на это глубокое небесное сокровище? А ты не боишься, что это приведет к гибели всей твоей расы? Презрительно усмехнулся грубый женский голос. Может быть, раса каменных эльфов и недостаточно сильна, но что ты думаешь о нашей расе падёнок, фея Гоу? Раздался холодный старческий голос из другой летной кабины. Раса падёнок. Выражение лиц большинства существ в великой стадии Вознесения резко изменилось, когда они услышали это. Раса падёнок может быть одной из самых могущественных рас на континенте Тянь-Юань, но на нашу расу Небесного Зова тоже нельзя смотреть свысока. Возможно, я бы охотно позволила вам забрать этот предмет аукциона, если бы это было что-то другое, но я ни за что не откажусь от этого глубокого небесного сокровища, бесстрастно ответила грубая женщина после короткой паузы. Поскольку никто не хочет сдаваться, давайте посмотрим, кто может сделать самую высокую ставку. Это аукцион торговой гильдии Хэлянь, так что богатство будет решающим фактором. В настоящее время у меня самая высокая ставка. Если никто больше не собирается ее превышать, то я возьму этот флаг, усмехнулся паденщик. 1,5 миллиарда. Женщина из расы Небесного Зова сделала еще одну удивительную ставку. Есть ли у тебя хотя бы 1,5 миллиарда духовных камней в твоем распоряжении, товарищ Даосист Гау? Только не говорите мне, что вы уже обменяли какие-то сокровища, холодно произнесла паденщица. Ну и что с того, что я это сделал? Я не захватил с собой так много камней духа, но я захватил с собой много лишних сокровищ, и теперь я использую их с пользой, холодно усмехнулось существо Небесного Зова.
В таком случае я тоже приму участие. Великая ступень Вознесения, принадлежавшая к расе каменных эльфов, тоже заговорила снова. 1 миллиард 900 миллионов. В этот момент все остальные существа стадии Великого Вознесения отказались участвовать в торгах. Некоторые из самых богатых среди них все еще могли позволить себе делать больше ставок, но они все равно не смогли бы сохранить это сокровище, поэтому им оставалось только неохотно отказаться от него. Таким образом, только 3 великих существа стадии Вознесения все еще были в бегах. Ху Юйшуан стоял на каменной платформе с довольной улыбкой, ожидая окончательного исхода. «Старший хан, ты больше не хочешь, чтобы этот небесный флаг поворачивался?» Кровавая душа не могла не спросить. Хань Ли сделал только одну ставку, прежде чем замолчать, и это было довольно удивительно как для кровавой души, так и для Чжу Гаэр. Это довольно заманчивое сокровище, но, возможно, мне не стоит его добывать. В конце концов, незавершенное глубокое небесное сокровище не сможет сразу же укрепить мощь нашей человеческой расы, и это привлечет много внимания со стороны этих основных рас. Наши человеческие и демонические расы все еще не обладают достаточной силой, чтобы удержать такое сокровище, поэтому было бы неразумно пытаться заполучить его, беспечно ответил Хань Ли. В самом деле, это сокровище действительно было чем-то, что не было ему совершенно необходимо. Ты прав, это сокровище широко известно, но его сила противоречит его репутации, так что от него больше неприятностей, чем пользы. Жаль, что это не полный небесный флаг Тьюринга. В противном случае вы могли бы подумать о том, чтобы закрепить его, сказала кровавая душа довольно несчастным тоном. Хе-хе, если бы это было полное глубокое небесное сокровище, я бы смог призвать древнее истинное духовное существо, чтобы защитить нашу человеческую расу. В результате наша человеческая раса станет державой среднего уровня, и мы сможем без всяких колебаний расширять как свое население, так и территорию под нашим контролем. В таком случае я бы не возражал рискнуть, но в настоящее время это просто не стоит того, уточнил Хан Ли. Кровавая душа и Чжу Гаэр стали гораздо менее заинтересованы в торгах теперь, когда не знали, что Хань Ли не будет участвовать. В конце концов, флаг Инь был взят майской мухой за астрономическую цену в 2,5 миллиарда духовных камней. Другие существа Великой стадии Вознесения были чрезвычайно любопытны, но они могли только наблюдать, как старейшина Великой стадии Вознесения торговой гильдии нес флаг к летающей каюте, в которой находилось существо Поденки. После того, как прошло целых 15 минут, старший, наконец, вышел из каюты с довольным выражением лица. Было ясно, что, несмотря на то, что поденщику удалось заполучить это сокровище, он продал большую часть своих собственных сокровищ и мог отказаться только от последних 2 предметов. Кроме того, возвращение к расе подёнок, скорее всего, не будет для него мирным, так что ему придется быть особенно осторожным. В этот момент Ху Юйшуан сняла ограничение над другим серебряным блюдом, чтобы показать нефритовую шкатулку размером с ладонь, которую она осторожно несла одной рукой. Все сразу же обратили свое внимание на нефритовую шкатулку, ожидая ее представления. Ху Юйшуан бросил взгляд на ожидающее выражение лиц всех присутствующих, а затем с улыбкой представил. «Я уверен, что многие из вас слышали о бессмертном томе золотого нефрита, следующий лот аукциона полная страница из тома золотого нефрита. Наша торговая гильдия гарантирует, что это одна из 36 оригинальных внутренних страниц, а не точная копия, и бессмертное искусство культивирования, записанное на этой странице, определенно жизнеспособно для культивирования. Что касается его названия и эффекта, мы будем скрывать эту информацию. Это будет до вас, чтобы решить, хотите ли вы купить его или нет». После ее представления Ху Юйшуан положил руку на нефритовую шкатулку, и толстый столб света немедленно вспыхнул среди грохочущего грохота, внутри которого находилась мерцающая золотая страница. На поверхности страницы было начертано бесчисленное множество золотых рун, и один лишь беглый взгляд на одну из них вызывал чувство благоговения и благоговения. Это был текст золотой печати истинного бессмертного царства. Это действительно одна из внутренних страниц золотого нефритового тома. Я не думал, что торговая гильдия Хэлиан сможет получить что-то подобное. Я слышал, что золотой нефритовый том содержит истинное бессмертное искусство культивирования и секретной техники. Никогда не думал, что мне удастся увидеть настоящую страницу из этого тома. Этот предмет аукциона вызвал меньше ажиотажа, чем тот небесный флаг, но людей, заинтересованных в нем, было явно больше. Почему вы не раскрываете название секретной техники, записанной на этой странице? Должно же быть какое-то заблуждение или ограничение в его культивировании, верно? Иначе зачем бы вам намеренно скрывать эту информацию? Спросил небесный зов, исходящий от прежнего существа. Волнение на лицах всех присутствующих тут же немного померкло, когда они услышали это. «Пожалуйста, простите меня, старший, мы скрываем название этого искусства культивирования в знак уважения к его возможному новому владельцу. В конце концов, я уверен, что его новый владелец не хотел бы, чтобы все знали, что записано на этой странице.
Что касается заблуждений и ограничений, то единственное, что требуется для культивирования, это больше времени, чем обычное искусство культивирования, без колебаний ответил Ху Юйшуан. Учитывая репутацию вашей торговой гильдии, я доверяю вашим словам, усмехнулся Небесный Зов, прежде чем замолчать. Было задано еще несколько вопросов, прежде чем Ху Юйшуан объявил базовую цену в 100 миллионов духовных камней. 150. 170. 200. Еще до того, как существа Великой Сцены Вознесения сделали какие-либо ставки, присутствующие на площади уже сделали шквал ставок. Вы все мечтаете, если думаете, что можете получить внутреннюю страницу золотого нефритового тома за такую ничтожную цену. Я возьму его за 300 миллионов. Наконец-то сделал ставку Великий Вознесенский этап. Какое совпадение. Меня также очень интересует эта внутренняя страница. Я сделаю ставку в 600 миллионов. Если кто-то может сделать более высокую ставку, то вы можете получить товар. Однако младший Ху только что сказал, что эта секретная техника будет чрезвычайно трудоемкой для культивирования, поэтому я предполагаю, что мы, скорее всего, сможем только изучать и ссылаться на нее. В таком случае, действительно ли он стоит такой огромной суммы камней духа? Сказал каменный эльф из прошлого. Другие существа великой стадии Вознесения, которые интересовались этой внутренней страницей, стали довольно нерешительными, услышав это. Эта цена действительно была довольно высока для искусства культивирования, которое может быть даже практически неосуществимо для культивирования. В таком случае я сделаю ставку в 610 миллионов. Тем, кто сделал это предложение, был Хань Ли, и оба и Кровавая Душа, и Чжу Гэр повернулись к нему с удивленными выражениями. Тогда я сдержу свое слово и передам этот предмет тебе, товарищ Даос. Каменный эльф был явно недоволен, но все же отказался от участия в торгах, как и обещал. «Спасибо, товарищ Даос», — неторопливо ответил Хань Ли. «Хорошо, текущая максимальная ставка составляет 610 миллионов, я начну считать до 3, и если больше никаких ставок не будет сделано, то эта внутренняя страница перейдет к тому старшему», — объявил Ху Юйшуан с ликующей улыбкой. Внутренняя страница золотого нефритового тома действительно была чрезвычайно ценной, но предполагаемая цена составляла всего 300 миллионов, так что это был очень приятный сюрприз. На этот раз никто не соперничал с Хань Ли, и внутренняя страница была доставлена ему старейшиной торговой гильдии. Хань Ли выдал необходимые камни духа, прежде чем сразу же спрятать внутреннюю страницу в свой браслет для хранения, даже не взглянув на нее. Затем он снова сел в ожидании финальных лотов аукциона. Согласно прошлой конвенции, последний лот аукциона должен был быть самым ценным, и это было одной из причин, по которой другие существа Великой Стадии Вознесения решили в конце концов отказаться от внутренней страницы. В конце концов, никто не хотел позволить последнему аукционному предмету ускользнуть у них из-за недостатка камней духа. Ху Юйшуан глубоко вздохнула, прежде чем направиться к последней женщине, держащей блюдо, затем указала пальцем на световой барьер над блюдом, на котором медленно открылась небольшая рана.